Друзья, всем привет! Сегодняшний у нас видеоролик будет заключительным в 2024 году и в котором мы с вами разберем все те стоковые обновления, которые можно поставить за последнее время на свой Xiaomi. Они вам позволят улучшить ваше устройство, но также добавят новые функции для лучшего пользования вашим смартфоном Xiaomi. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Ну а перед тем, как мы с вами пойдем далее, хотел бы вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Пускай он будет еще лучше, чем предыдущий, и чтобы ваши мечты сбывались. Сегодня у нас подопытным выступает Xiaomi 14, ну и в принципе большая часть этих обновлений, конечно же, будет под HyperOS 2. Есть определенные моменты и лайфхаки, что можно делать в плане этих обновлений и как их можно устанавливать. Кстати, вы сейчас можете заметить, что музыка и темы у нас уже тематически обновились под новогодние стили. Ну и давайте с вами начинать. Первый такой момент, который мы с вами рассмотрим, это будет рабочий стол или же системная оболочка. Многие знают, что если поставить, допустим, версию с HyperOS 2 на ваше устройство, то будут определенные проблемы именно на там HyperOS 1 при выходе из приложений, может вылетать JS назад, ну и тому подобное. До недавнего времени не удавалось установить актуальное обновление на HyperOS 2. И вот мне чисто случайно удалось провернуть следующее, и сейчас я вам это продемонстрирую. Вот на примере, получается, лаунчера мы с вами это сейчас и проделаем. Допустим, вы заходите по ссылке из описания под этим видеороликом, лучше, конечно же, заходить через сам смартфон, далее загружаете это приложение, и если, допустим, вы сразу напрямую захотите его поставить и нажмете обновить, у вас будет писать, что приложение не установлено. Но если вы проделаете такую операцию, как нажмете вот здесь на 3 точки, тут вы увидите сохранить в загрузке, вот сюда нажмете, далее выйдете из этого приложения, зайдете в стоковое приложение проводник и тут нажмете на установку там системной оболочки, то она у вас без всяких проблем установится. И вот смотрите, приложение установлено. То есть ничего такого сверхъестественного, то есть тут все очень просто. Ну и скорее всего все будущие обновления, которые компания Xiaomi стоковые будет выпускать, придется ставить именно таким образом. Возвращаемся обратно к системной оболочке. В целом, если у вас устройство под управлением HyperOS 2, то для вас это обновление будет весьма интересным, потому что, во-первых, улучшается оптимизация, улучшается быстродействие, улучшается открытие папок, улучшаются переходы между приложениями, ну и в принципе аппарат работает куда веселее. Если мы с вами зайдем в настройки рабочего стола, опять же, не могу сказать, что это на всех аппаратах можно будет наблюдать, но вот, допустим, на примере Xiaomi 14 выбираем сетку рабочего стола, и тут с вами наблюдаем 3 типа, которые мы можем установить для своего смартфона. Это либо всеми любимый там 4:6, далее 4:7, ну или же если вы прям вообще любите очень маленькие значки, то 5:9 получается. Это фишка, которая до недавнего времени была только там на Xiaomi 15 для китайского рынка, ну и на глобалке, как вы видите, все это дело также можно поставить без всяких проблем. Опять же, если у вас устройство под HyperOS 2, то рекомендую вам эту всю тему установить. Больше, к сожалению, тут ничего по каким-то фишкам отметить нельзя, все у нас в принципе остается по-старому, но то, что я перечислил, там оптимизация, быстродействие, улучшенные анимации, это действительно так. Но мы с вами идем далее. Что еще можно интересного накатить на свое устройство? Это приложение безопасность. Получается, версия у нас тут уже 10.4.1 устанавливается по той же аналогии, как я вам и показал на примере рабочего стола. Допустим, вы зашли в безопасность, тут смотрите, что тут есть интересного. Допустим, зайдем в питание, посмотрим, может быть здесь какие-то нововведения разработчики нам добавят, но увы и ах, ничего тут такого не добавляется. Но это как бы кажется на первый взгляд. Если мы с вами зайдем в любую там игрушку для того, чтобы активировать режим Game Turbo, то тут мы с вами будем приятно удивлены. Именно следующему, что в разделе Game Turbo добавляется такая опция, как настройка производительности. И в зависимости от смартфона все это дело будет переделано, ну и соответственно будут доступны свои определенные разделы. Допустим, вы хотите вот стратегию повышения производительности для качества, допустим, как-то пользовательски хотите настроить, ну или же наоборот для частоты кадров вы это все дело хотите провернуть. По улучшению
улучшению изображения, опять же, если ваше устройство это поддерживает, вы можете выбирать один из тех пресетов, которые есть по умолчанию. Соответственно, как и ускорение сети и улучшенное сенсорное управление. Так что в новой безопасности разработчики улучшают именно раздел Game Turbo. Конечно, вы плюс 100 FPS от этих всех действий не получите, но стабильную картинку, стабильные кадры, ну и в принципе стабильную игру, конечно, сможете получить. Что еще интересного можно поставить на свое устройство? Это обновленный редактор фотографий. Что в нем будет интересного? Опять же, в зависимости от того, какое у вас устройство, у вас появятся, ну там, или добавятся новые функции. Где это все дело можно будет найти. Выбираете там абсолютно рандомную фотографию, нажимаете на редактирование, и после обновления этого компонента у нас с вами будет такой отдельный раздел под названием «Искусственный интеллект», куда было перенесено все то, что с этим разделом связано. Получается, если у вас устройство, которое поддерживает расширение там, с помощью искусственного интеллекта, то у вас, соответственно, данный раздел будет находиться здесь, и этот раздел вам позволит, ну, допустим, как-то расширить вашу картинку. Вот я вам сейчас это продемонстрирую. Опять же, игрушка так чисто на пару раз, ну и в принципе так, кстати говоря, она даже примерно плюс-минус даже может и правильно подбирать фон и то, как оно у вас, допустим, в квартире может выглядеть. Отдельно еще переносит разработчик Elastic, и, кстати говоря, я еще заметил такой момент, что в зависимости от аппарата тут также могут появляться у нас определенные дополнительные настройки. На примере же Xiaomi 14 это у нас Pro версия Elastic, которая позволяет очень круто там все дело вырезать, и никаких, допустим, боков, ну, мы наблюдать не сможем. Что, кстати, очень круто для мобильного устройства. И также разработчики у нас еще обновляют приложение заметки. Понятное дело, что не стоит ожидать, что тут прям она за вас все будет эта приложуха делать. Если же ваше устройство поддерживает все вот эти вот новомодные искусственные интеллекты, то, соответственно, в заметках у вас также данный раздел проявится, и вы сможете делать здесь очень много чего интересного, а именно конспектирование, схему, корректура и даже AI-перевод. Очень удобно, полезно, но, опять же, я думаю, что для кого-то эта фича будет полезная. И напоследок еще хотел бы напомнить, что есть обновление для приложения Poco Launcher. Также с HyperOS 2 она была вытянута, эта приложуха, но, к сожалению, лишь только там раз-два и обчелся покафоны, именно обновились до HyperOS 2, и те, кто ставят на HyperOS 1 это обновление, могут столкнуться с проблемами, которые есть и у системной оболочки. А именно в некоторых сценариях наблюдаются вылеты приложений, и также Google приложения не особо почему-то дружат с этой версией. Опять же, дожидаемся HyperOS 2 на смартфоны Poco, где все это дело будет работать уже полноценно. Что же, друзья, вот такое получилось у нас последнее видео в этом уходящем году. Еще раз хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в следующем году компания Xiaomi нас порадует куда более активнее, чем это было в этом году. Жду новых фишек, жду куда более интересных аппаратов, жду, ну, чего-то, знаете, у компании Xiaomi более интересного в этом всем движении, чем это было в этом году. И опять же, возможно, мы этого с вами и дождемся. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.